Друзья, всем привет! Всем солнечного дня с Филиппин. Вы на канале Big Trip Vlog. А мы находимся в Эль-Нидо и сегодня отправляемся в тур Би, морскую прогулку. Сейчас мы находимся на пристани, ждем, пока соберется вся наша группа. Сюда нас привез трансфер, который также отвезет вас обратно, поэтому трансфер включен в стоимость экскурсии. Еще хотим вам рассказать, что необходимо обязательно с собой иметь, когда вы отправляетесь в эти морские экскурсии. Первое — это что? Тапки. Обязательно, да, резиновые тапочки. Вот мы их заранее не приобрели, поэтому каждый раз здесь арендуем за 100 песо за пару. Это первое, тапочки. Второе — это крем обязательно, потому что солнце очень сильное здесь, палящее. Естественно, надо намазываться. Не везде на лодке есть тенек, поэтому нужно обязательно кремом пользоваться. Потом третье, что у нас идет? Маски с трубкой. Да, маски с трубкой тоже можно арендовать либо здесь, либо иметь свои. Маски с трубкой у нас есть свои, поэтому... Да, ну просто в отличие от тапок, да, мы не знаем, тапки нам нужны будут на следующих островах или не нужны будут, да, а трубки, они нужны будут точно везде, потому что в основном Филиппины славятся своими морскими экскурсиями. Да, и здесь почти в каждом туре ABC, D есть снорклинг, поэтому трубку, маску обязательно. И четвертое, что нужно иметь обязательно, когда отправляетесь на экскурсию, это водный бокс, так называемый вот эти вот водный мешок, да, то есть они есть абсолютно любой расцветки, любой вместительности, там от 1 до 50 литров. Эти водные мешки необходимы для того, чтобы защитить ваши вещи, вашу технику, которая вам пригодится уже на пляже там, или в пещере. Потому что очень часто приходится с лодки добираться несколько десятков метров до берега, вплавь. Вот для этого они нужны. Теперь, чтобы забраться на лодку, мы идем пешочком. Сейчас нам скоро уже будет по пояс. Иногда доставляют на каяках, но когда каяков свободных нет, то приходится идти пешком. Вот в данной ситуации мы этим и занимаемся. Надели мы жилеты, которые можно будет потом снять. И с небольшим опозданием отправляемся. Сейчас мы приехали к нашей первой точке. Называется это место Кафедральная пещера. Сюда лодка подплывает. Можно пофотографироваться немножко здесь. Сама пещера находится в огромной скале, красивое местечко, где можно сделать фотографии. Внутри пещеры лодка сама не проходит, потому что не такое большое расстояние. И там внутри тоже, на самом деле, пещера не такая большая. Там, буквально, наверное, метров 15. Вот, и все. Поэтому все подъезжают поближе, просто сделать фотографии, полюбоваться этим местом. Спустя, наверное, минут 5-10 мы вновь остановились. Теперь у нас будет снорклинг групповой. Посмотрим, как это будет выглядеть. Говорят, здесь красивый подводный мир. И это наша вторая остановка. После небольшого снорклинга посмотрели на рыбки, полюбовались, приплыли уже к нашей третьей точке. Называется пещера Гудугнон. Так, вход в пещеру оказался неожиданно мал, особенно для меня. Вот сейчас там хрупкие девушки прилезают, также Томочка следом. Но я, видимо, останусь здесь и передам камеру Томе, чтобы она подсняла вам, что там внутри находится. Тур A у нас был больше про лагуны. Тур Си про снорклинг, а в туре B ездим по различным пещерам. Ну, здесь открывается неплохой вид.
и вот там еще можно пройти. Смотрим на маленьких летучих мышей, но их практически не видно. Но вот с этой стороны открывается безумно красивый вид на эту пещеру. Такой свет интересный падает. Сейчас мы оказались в помещении побольше, но мне кажется, оно уже не такое, знаете, очаровательное, как прошлое. Просто находишься как будто бы в огромном камне. Но по сути так оно и есть. Еще немного общей фотографий с нашей группой возле названия этой пещеры. Фотосессия подошла к концу. Сейчас мы отправляемся на сам остров, там у нас будет еще ланч. И еще нам сказали, что нужно будет заплатить 300 песо со всей группы. Ну уж не знаю, сколько это получится с человека, но остров сам красивый. Здесь, конечно же, купаться опять же таки не очень удобно, потому что у берега много различных рифов, камушков. Вот. Но место, конечно, очень красивое. Пальмочки вдоль берега. Сейчас мы скоро туда дойдем и все посмотрим. Сам этот небольшой островок достаточно неплохо оборудован. Здесь есть беседки, в которых у нас и будет ланч. Также здесь другие гости сидят, отдыхают. Очень интересно. Здесь есть волейбольная площадка, баскетбольная. Баскетбол, кстати, это один из самых популярных видов спорта на Филиппинах, наверное. Очень неожиданно именно баскетбол. Хотя сами филиппинцы вроде не обладают высоким ростом, но очень любят баскетбол. Вот, поэтому остров такой оборудованный. Петухи здесь, смотрите-ка, кукарекают. Поэтому здесь очень чисто, здесь убираются, все здесь красиво. Людей немного, поэтому место очень впечатляющее. И такие высокие пальмы. Так, что у нас сегодня на ланч? Это фруктики, овощи, огромные, гигантские мидии. Посмотрите, какого они размера. Курочка на гриле, нудл, крабы, салат из баклажанов и рыбка. Ну, правда, они не знают, что это за рыба, но видно, что она вкусная. Как обычно, вкусная еда. Особенно мне понравилась курочка на гриле. Хотя очень попробовать краба, давал кусочек к Кириллу, а это, оказывается, весь краб был. Ну, в крабе мяса немного, но оно очень вкусное. Наверное, в общей сложности провели на этом острове мы часа полтора. Очень вкусно покушали. Надо сказать, что ланчи везде, в какой тур бы вы ни поехали, A, B, C, все время был, он, во-первых, был разнообразный, разный, то есть когда-то дают одни блюда, когда-то другие, но все очень вкусно. Всегда есть морепродукты, всегда есть какие-то там салаты, газировки, то есть очень большой выбор. После чего мы немного полетали на дроне, отдохнули, пофотографировались, теперь возвращаемся обратно на нашу лодку. Вот она находится здесь, мы идем пешочком, обязательно надеваем резиновые тапочки, чтобы добраться до лодки, потому что внизу, как я уже говорил, рифы, камни, не очень комфортное дно. У нас 4-я остановка, место называется Snake Island. Здесь есть красивый остров и песочная коса, которая соединяет между собой два острова. Сейчас мы здесь прогуляемся, дойдем до какой-то точки, откуда открывается вид, то есть смотровая некая площадка. Ну а пока вот мы вплавь опять гуляем. Ну здесь даже есть еще мангровые леса, да? Практически, видишь, да. какие корни деревьев огромные. И там еще подальше их еще больше, смотрите. Ну, здесь жизнь кипит. Здесь много туристов. Продают какую-то еду, напитки. То есть такая туристическая здесь достаточно зона. Но здесь приятно находиться. Под ветвями деревьев скрыто. Петухи кричат здесь. Также вот на деревьях баскетбольное кольцо здесь висит, видите. В общем, шли мы минут 5 по пологой дорожке. Увидели табличку с названием острова. А сейчас дорожка уже крутая, ведет наверх. Но здесь сделаны ступеньки и из корней, из камней. В общем, подъем вроде бы недолгий и несложный должен быть. Сейчас посмотрим. Сейчас гид рассказывает, что именно здесь растут какие-то
особое растение именно на этом острове. Only this island? Yeah, we call it pitcher plant. Вот такие вот колокольчики, в которые попадает вода, растение. Snake, no, I mean insect. Внутрь попадает растение, и он, видимо, захлопывается. Такое. Где-то мы в другой стране это видели. Еще, наверное, минут 5 подъема наверх. Здесь открываются чудесные виды. Вот только что мы с вами вот отсюда пришли, шли вот по этой косе, а теперь мы уже на самом верху. Практически на самом верху. Последние шаги. Здесь будет оборудована смотровая площадка с козырьком даже. Вот так она выглядит. Ну что, я тут уже долго наслаждаюсь прекрасными видами и жду свою камеру. Сейчас мы возвращаемся обратно на нашу лодку. Косу практически уже смыло водой. То есть она погрузилась под воду. Снейк, кстати, называется остров. Именно из-за того, что в конце этого острова есть эта коса. И получается это как длинный змеиный хвост. Поэтому Снейк. Ну, место очень красивое. На смотровой площадке наверху было приятно находиться. Прохлада был, ветерочек. Мы высадились на нашей последней точке на сегодня, 5-я точка. Это остров Инталула. Здесь красивый пляж, можно покупаться. Солнышко, правда, уже уходит, поэтому позагорать вряд ли удастся. А также здесь можно сделать красивые фотографии, потому что есть скалы, есть несколько каких-то ущелий, да? Да. Зашли за скалу, и здесь еще один пляж, очень красивый, живописный. Ну и везде вот эти вот скалы. Где-то они огромные, где-то они небольшие. Самое красивое место — это там, где я сейчас нахожусь. Такие две огромные скалы, и здесь невероятно красиво сделать фотографии. Удалось даже немного искупаться. Правда, пройти дальше метров 30 не получается, потому что опять начинаются кораллы, но все равно хоть немного поплавать еще удалось в финальной точке на сегодня. Солнышко уже садится, скоро поедем обратно до Эль-Нидо. Наверное, приедем опять часов в 5 примерно. Все экскурсии заканчиваются, хотя и написано в 4, но по факту у нас вот все 3 заканчивались в 5. Все было прекрасно, но 3 дня подряд морских экскурсий — это, конечно, too hard. Да, у нас был такой марафон морских экскурсий 3 дня подряд. Сначала тур C, потом тур A и сегодня тур B. И подводя общий итог, сложно выделить, что чем-то они отличаются. Да, может быть, самый первый был чуть больше снорклинга, но я думаю, это просто так совпало, как-то вышло. А так, на самом деле, места разные, но смысл везде один и тот же. Вы посещаете 5 мест. 3-я точка — это всегда у вас ланч, причем всегда хороший, всегда разный, всегда хороший. Ну, конкретно в этой компании мы, конечно, не знаем, как у других, да, кстати. Но вот здесь у нас вообще без вопросов, очень шикарно кормили. И, кстати, по поводу вот того, что мы брали подряд экскурсии, это еще связано с тем, что сейчас такие погодные условия, что сейчас вот хорошая погода, а потом может быть плохая. Поэтому, чтобы не рисковать, нам агентство эти экскурсии назначило одну за другой. Да, агентство называется у нас как? Palavantravel.com. Palavantravel.com. Оставим ссылочку на него в описании под этим видео. Пользуйтесь его услугами. Стоимость на туры 1200-1300 песо. Буквально на 100 песо отличается. Не знаем почему, правда, в чем разница. Ну, то есть по расстоянию, может быть, чуть больше проходит лодка, поэтому чуть больше затрачивается бензина. Только, наверное, поэтому. Вот. Так там было интересно посмотреть на все эти экскурсии, да. Есть еще экскурсия D. Да, тур D. Но я думаю, что это уже все, как бы уже будет слишком много и будет уже, знаете, как бы похоже одно на другое. Ну, 4-й день, в общем, мы уже, наверное, да, не поедем. Да, поэтому сегодня у нас будет ужин, а уже в следующие дни мы отправимся на остров Бусуанга, в город Корон. Да, но это потом, друзья. А пока вот мы в Эль-Нидо. Еще хочу добавить, что единственное, наверное, чего мне, может, не то, что не хватает, а вот что, может быть, мешало, это постоянно то, что кораллы под ногами, и приходится использовать резиновые тапочки, ну и купание, и вот постоянно ты идешь, все время под ногами коралла, то есть нет вот, казалось бы, песочек здесь такой мягкий. Ой, но... здесь вот я сижу прям как да, но везде кораллы, везде, то есть во время ваших морских приключений они будут вас везде сопровождать, поэтому резиновые тапочки это обязательно как бы, иметь. с одной стороны это плохо, с другой стороны
это хороший снорклинг, потому что когда есть богатый, красивый риф, значит будет и множество рыбок. Да. Все, друзья, сейчас мы уже... Будем собираться на лодку и плыть уже обратно в Эль-Нидо. Мы пришли в очень известное место для путешественников и всех местных. Арт-кафе. Это первые кафе, построенные в Эль-Нидо, которые имеют богатые истории и очень вкусную кухню. Нам уже принесли первую закуску. Это севиче, который мы так часто пробовали в Южной Америке. также нам принесли напиточки. Это арбузный сок. И еще какой-то интересный напиток из цветка. Да, друзья, не думал, что я так скоро попробую севиче после Перу. И надо признать, что здесь оно очень вкусное, с добавлением острого перца, чили. Но мы поняли, наверное, природу популярности этого блюда севиче здесь, потому что раньше Филиппины была испанской колонией, поэтому, видимо, испанские блюда, испанские и южноамериканские, перекочевали сюда. Друзья, пробуем салат из манго, кешью, томатов, огурцов, лука, куча зелени, очень все интересно, и заправочка есть. Ну, салаты всегда вкусные. Сколько мы пробовали салаты на Филиппинах, они были пока всегда вкусные. В качестве основного блюда у нас сегодня паста, друзья, с соусом песто, с курицей. Что очень хорошо, здесь очень много соуса. То есть макароны, мало того, что приготовлены, очень хорошо, аль денте, так еще и очень-очень много соуса. Но мы ждем еще одно блюдо. можно было подумать, что это питьевой кокос, но нет. Это суп в кокосе. Это суп. Неплохо, похоже, там что-то типа устричного соуса, есть какая-то добавка такая кисленькая. Но интересно. По консистенции такой, даже не по вкусу. Такой прям кисленький, не знаю, но не совсем типа, ну не как будто там лайма, как будто там вот реально какой-то устричный соус. Сейчас мы доедаем супчик, нас впереди еще ждет заключительный, так сказать, финальный аккорд этого ужина, это, конечно, десерт. Наконец-то мы заказали десерт. Он называется манго флоут, что в переводе с английского манговая лодка. Мы уже попробовали что-то похожее. Здесь у нас крем, манго и рассыпчатый бисквит. Друзья, кафе настолько популярно, что к вечеру оно было полностью все занято. И если вы захотите сюда попасть, я вам рекомендую заранее бронировать здесь места. А попасть сюда мы вам тоже крайне рекомендуем. Все было очень вкусно. С вами мы увидимся совсем скоро, друзья. Поддержите нас лайком. Пишите комментарии и до новых встреч. Всем пока! Всем пока!